Ангар в Чикаго гудел от звуков инструментов и смеха сотрудников. Кэролайн, молодая и властная директор частной авиационной компании, шла между механиками, проверяя новый вертолет. Ее красота и уверенность привлекали взгляды, но никто не замечал тихого Джейсона, уборщика, который каждый день приходил первым и уходил последним, держа метлу и задумчиво глядя в окно. Кэролайн не обращала на него внимания, отдавая приказы механикам. Джейсон спокойно выполнял работу, и в его глазах читалась терпеливая скрытая грусть. Несколько дней спустя, во время презентации нового вертолета на площадке, Кэролайн с шуткой заявила, что выйдет замуж за того, кто сумеет поднять машину в воздух. Смех раздался по всему ангару. Джейсон отложил швабру и спокойно пошел к кабине. Он включил панели, проверил приборы и, словно опытный пилот, аккуратно поднял вертолет на несколько метров. Сотрудники стояли в изумлении, а Кэролайн не могла поверить своим глазам. Когда вертолет приземлился, Джейсон вернулся к уборке, спокойно произнеся, что демонстрация может продолжаться. Позже, когда на испытательной площадке произошла авария, Джейсон первым бросился спасать раненого механика. Он действовал решительно, без суеты, останавливал кровь, импровизировал шину и координировал остальных, словно настоящий командир. Кэролайн наблюдала за ним с трепетом. Человек, который до этого казался ей лишь уборщиком, оказался героем. Той же ночью она узнала из архивов компании, что Джейсон, бывший спасатель ВВС, награжденный за спасательные миссии, который исчез после трагической авиакатастрофы. На следующий день она встретила его на рассвете и признала: «Я знаю, кто ты». Он лишь посмотрел на горизонт и сказал, что здесь никто не спрашивает о прошлом, просто дают работать. Прошло время. Кэролайн осознала, что уважение и умение ценить других важнее власти и гордости. В один вечер она предложила Джейсону полетать вместе на вертолете, без шуток и условий. Они поднялись над городом, и в воздухе исчезли и иерархия, и метки социального статуса. Только два человека, которые поняли, что настоящая высота — это уважение и достоинство. Джейсон ушел с заката со своей шваброй, а Кэролайн осталась, понимая, что за простой маской иногда скрываются настоящие герои, а уважение важнее всего. Вот такая удивительная история. Дорогие друзья, напишите в комментариях, откуда вы смотрите это видео. А если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, впереди еще много интересного.